Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Тут уже вышло крупное обновление, патч. Молчи. Вышел крупный патч 7, в котором добавили модификатор модов прямо в игру, в котором добавили новые злые концовки, которые, возможно, я вам покажу, но они настолько злые вышли, что я читала, что даже добавили режим для стримеров, в котором, типа, будут скрываться эти элементы, потому что она, слишком жестокая, чтобы, типа, не забанили. Как-то так. Ну и всякие новые диалоги, всякое вот такое. Да. Я уже и забыла, что мы проходим. Мы в третьем акте, кажется, перед третьим актом. Ну я где? А этот баг или не баг все еще остался. Ну ладно. Может, плашечку памяти куплю и нормально будет. Да-да. Вы идете? Господи, что по записи? Нормально по записи. Идем. Мы, короче, идем помахать и этому нашему хранителю-то. Я еще полутаюсь, походу. Сейчас, секундочку. Подожди, пока я полутаю. Спасибо. Угу. Вот так. Уф. А такое было? Вроде да. Я уже и не помню, что там было, что не было, правда. По катсценам. Прежде чем действовать, знаю, я твой союзник. Мы в опасности. Скает. Этот Гетьянки — источник нашей защиты от Абсолют. Я должен пленить его. Иначе пропадет все, ради чего мы трудились. Пусть мой облик не смущает тебя. Это я тебя защищал, это я приходил к тебе во снах. Ах, император, ну ты, конечно, и засранец. Эх, ты ж и засранец. А еще я вспомнила, пока шла катсцена, что помимо всего, что я уже перечислила, тут также огромное множество всяких фиксов, багов, новые легендарные действия у врагов, у некоторых врагов на режиме Honor и, возможно, тактик, я не знаю точно. Ну и типа тут реально очень много всяких фиксов всяких. Ну, короче, масштабный патч. Помоги мне, говорит. Докажи, что ты мне не врешь. Ну, да. Ты спасла ребенка от гадюки проще друидов. Ты спасла Асимира, песню ночи из клетки. Асимара. В прошлый раз, когда ты была здесь, ты оставила меня в живых. Хотя это не навлекло на тебя гнев Лахит. Сама твоя жизнь в твоем теле, а не в теле Летида, уже должна быть достаточным доказательством. А теперь помоги мне. Ну, я не хочу, в принципе, читать его мысли. Как я могу тебе помочь? Гвардейцы убей их, они мешают починить их хозяина. Помочи Летиду против Гетьянки. Ты что, это измена. Твоя слепая верность обернется погибелью, Лаэзель. Помоги мне ради твоего же выживания. Я скажу позже, наверное.
Да, я кое-что скажу позже, сейчас не буду. Окей, давай драться за тебя. Что тут у нас происходит? Кто я? Ага. Ага, ну это хорошо. Так. Я после обновы еще, если что, не заходила в БГ. Это вот я сейчас с вами первый раз захожу, и никаких новых катсцен, новых диалогов, нового ничего я еще не видела. Окей. Может, надо было сначала хоть, не знаю, в какие-нибудь... Ну, в ответные действия можно посмотреть, что тут. Так, ну вроде тут ничего не изменилось у меня. Я как бы читала какую-то часть патча, но там реально очень много, поэтому все я не читала. Ну, частично, да. А что такое? Ты чё? Ты ж у меня самый сильный, что происходит? Окей, ты у меня самый сильный, пойдешь куда-то наверх. Не пойдешь ты наверх, некуда нам идти, будешь тут стоять. Ой, Зеля. Далеко. Давай так. Я уже понемножку сомневаюсь, какой у меня... Какой у меня уровень сложности вообще? Ого. Много у тебя хп. А чего так дофига? Ты мне скажи. У меня еще нет цепи молний. Ну ладно. Не надо призывать нас. Давай призовем мы. Пускай тоже дерется. Ну да, это же было действие. Ладно. Anyway. Окей. Прошел испытание на подчинение. Или прошла, не знаю. Кого-то из них убили, но не меня, и хорошо. Ты до сюда не дойдешь, да? Если вот так дойдешь. Хорошо, давай. Да ты задрочишь. Не, ну ладно, пофиг. Это за что? %40? А давай попробуй. Окей. Если подойдешь сюда.
Ну, малесенько упала она у нас. Где второй? Вот второй. А что такое? А почему я не выношу их с 2 ударов? Что произошло? Что у меня произошло? Вот в чем вопрос. Ладно. А что это? Нет. Ладно. Оу, май. Ничего себе. Аккуратней будь. Опять далеко идти. У меня есть свобода движения. А, у меня нет свободы движения. А почему? Скорохода у меня нет. А, нет, скороход есть. А, нет, скорохода. Все окей. Плохо. Ну да, это действие. Ты случайненько не можешь ее выкинуть за пределы, вот, типа, куда-то вот так? Нет, вот как-то... Не можешь. Ну, просто толкни по приколу. Ой, Карлах, правда. Пролить. Почему слишком высоко? У вас тут астральная вот эта фигня, в смысле высоко. Ну, паралич. Путь перекрыт. А ты не перекрывай тогда. А у нее нет оружия, да? О, давай, я поскриню это. Красиво. Не смотри на меня так. Да, я и летит. И без меня ты была рабой абсолют. Какая мерзость. Я обязана жизнью к проклятому Гайху. Больше никакого вранья и уловок. Я получу от тебя ответы. Расскажи мне все. Когда-то я был кем-то другим, кем-то похожим на тебя. Искателем приключений я родился и вырос во вратах Балдура, но не хотел в них оставаться навсегда. Я стремился к большему.
Это стремление привело меня в лунные башни на поиски сокровищ, в колонию элитидов, которые поймали меня и превратили в того, кем я стал сейчас. Много лет я служил старшему мозгу, тому, которого ты знаешь как Абсолют. Я был рабом, как и все остальные. Но мне повезло. Я вырвался на свободу, начал новую жизнь в своем старом городе. Пропитанием мне служили преступники, неприглядно, да, но их было много, и исчезновение редко кого беспокоило. Они давали мне силы, чтобы делать свое дело. Мне посчастливилось познакомиться с герцогиней Стелминой. Мы стали партнерами, и через нее я управлял рыцарями щита, крупнейшим торговым предприятием Брэд Балдура. Меня называли императором, так сильно было мое влияние. Хотя, конечно, никто понятия не имел, кто я на самом деле такой. У меня было все, чего я хотела. Я был счастлив какое-то время, пока мою истинную природу не обнаружил сам тиран лорд Горташ. Теперь это имя было насмешкой, чтобы напоминать мне о глубине моего падения, но я полюбил его. Оно подходит тому, кем я стал. Ну, короче, да, Горташ его засек, такой: ты летит, мутила, я тебя отдаю Абсолют, и все пошло по жопе у императора. Как ты очутился здесь? Горташ отправил меня с заданием отыскать астральную призму. Я был одним из многих, но первым, кто ее нашел. Я не знаю, откуда они узнал Горташ или остальные избранные. Когда я нашел ее, я почувствовал, что меняюсь. Моя свободная воля вернулась, и я услышал зов, пошел за ним. И нашел Гитьянки. Я понял, для чего нужна была призма. Это тюрьма. Пока мое тело находилось внутри, разум был свободен, и я мог противостоять старшему мозгу и избранным. Более того, мог строить планы их свержения. А этот Гитьянки в сфере кто? Орфей. Чик. Это его могущество было источником твоей защиты от голоса Абсолют, силой, способной нарушить контакт между разумом и Роя. Именно эта сила позволила матери Орфея много тысяч лет назад сокрушить империю элитидов. Она передала эту силу ему, а я использовал ее для тебя. Когда мать Орфея ушла, ее место заняла самозванка. Блакит объявила себя королевой Гитьянки. Блакит хотела заполучить это могущество для себя. Орфей воспротивился, и тогда она заключила его вместе с верной гвардией в этой призме. Alone, Orpheus will be much easier to control. Control him? Skrar, you must return him to his people. That would be a terrible idea. Короче, да, ну понятно, Алэзель хочет освободить Орфея, своего принца, а император говорит, что он защищает нас с помощью того, что он тут запечатлен, и вообще это плохая идея. Сейчас будет небольшой спойлер.
Поэтому, если вам не интересно, прямо сейчас промотайте там секунд на 20, не знаю, 10. Короче, на самом деле, если мы освободим Орфея, то, ну, очевидно, император, так как он против, он воспротивится и такой, типа, ну, иди ты в жопу. Подожди, это вообще сейчас будет? Ну, неважно. Но если мы освобождаем Орфея, то тот согласится, хоть тоже нехотя, но защитить нас от воздействия цереморфоза. Таким образом, в любом из случаев мы не превратимся в элитидов, если что. Так. Когда Влакит отправила нас в призму, кого она хотела убить, тебя или Орфея? Орфея. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was in prison. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Ну да, гитьянки тут, конечно, перевернутся 10 раз на месте, узнав, что Орфей на самом деле живой и вообще существует, и еще и заточен, а Влакит у них херня из-под коня. Во, они офигели под жизни, конечно, но ладно. Что будет, если мы освободим Орфея? Освободившись, он тут же нападет на тебя, защищаясь, тебе придется его убить, и тем самым ты обречешь нас на гибель. Хотя Орфей полностью подчинен, сейчас ты все-таки чувствуешь его неприязнь, пульсирующую ненависть, которую ничто не в силах сдержать. Император говорит правду. Для него ты только мерзкий элитит и больше никто. Ну, типа да, он недоволен, конечно. Ты носишь в себе личинку, для Орфея это уже элитит. Его взгляд и враг, как и я. Угу. Посмотрите на лицо Лайзель. Не, ну у меня тоже, конечно, такое. Ну, похоже, в других отношениях не подходит, наверное. Давай второе. Чем больше я с тобой разговариваю, тем меньше ты похож на мозгоеда. Блин, ну на самом деле, конечно. I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Смотри, уговаривает меня тоже принять эти перемены. Почему ты так говоришь? Не, мне не нравится, к чему ты клонишь. Я сохранюсь, я не помню точно, что там. Но, блин, я сохранюсь. Нравится тебе или нет, но наши шансы победить старший мозг значительно повысятся, если ты раскроешь свой скрытый потенциал элитида. Я уже давно изучаю тебя, думаю, смогу запустить следующий этап жизненного цикла твоей личинки, сохранив при этом твою независимость. Ты видела, на что способен я? Теперь представь себя с той же силой, тем же умом и той же сокрушительной красотой. Но если ты позволишь, я могу развить тебя. Ну, про красоту ты, конечно, чуть-чуть, самую малость перегнул, но все-таки совсем немножко, да? И что тогда будет? Ты сможешь сделать то, что раньше тебе и не снилось. Конечно, будут некоторые физические изменения, но лишь частичные. В основном ты сохранишь свой нынешний облик. Вскоре ты убедишься, что преимущество значительно перевешивает все потери. В целом, я всегда выбираю согласиться, потому что,
Ну, типа, там реально ничего плохого не будет в этом случае, и одни плюсы. Если ты можешь меня развить, почему не можешь полностью остановить цереморфоз? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Elithid. So, do you wish to evolve or not? Цікавинка. Давай я выберу. Да. Я буду развиваться. Но она, конечно, с лицом таким стоит, будто развиваться, но она вообще не хочет. Skra! Whatever this gig offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Да, давай сделай, как он говорит. It wants to evolve. Она хочет развиваться, но не может в одиночку, и необходимо общение с другими. Съесть ее. Вообще, это смешной выбор, съесть ее, потому что тогда забавный диалог, но открыть свой разум личинки. Личинка просыпается, и холод растекается по твоим жилам. Ты чувствуешь ее почти невыносимый голод, а твой разум для нее желаннейшая пища. Нет! Сущность личинки растворяется в тебе, и все, чего она касается, плоти, желез, органов, все это пульсирует, сокращается, наполняется чистой мыслью. Ты ощущаешь себя иначе. Все твое тело взаимосвязано как никогда, твой разум присутствует в каждом движении суставов, в каждом напряжении мускулов. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. Ты слышала, что сказал избранный. Мозг отправился в город, а армия пойдет за ним следом. Мы должны сорвать этот план. Нужно найти мозг и взять его под контроль. Не говори мне, что у меня мод на лицо слетел. А, нет, не слетел, смотри. Ну, не на лицо, а... Ну, как там поговори с кем-нибудь? Позже, да? Ну ладно, давай я посмотрю. Да, все нормально у нее с лицом, только в катсцене было. Я вам уже говорила вроде или нет, я не помню, что... Император такой смешной. Что у меня стоит мод, чтобы вот эти полосочки на ее лице, черные типа венки и черные глаза убрать. Ну, типа там не сильно меняется, но... А, еще желтые зубы вроде. Там не сильно меняется, но я решила, что... Ну ок, уберу и уберу. Фиг с ним. Что у вас тут есть? Сапоги неукротимого Кусига. Так, выходила посмотреть, что у меня по билдам вообще, кто я. Сталин, ты уже можешь встать, я полагаю. Я вот не могу понять. Вроде все как должно быть. Но что-то не так. Ну ладно. Ладно, позже гляну. А где ты? Нет, давай, значит, давай способности глянем. Что я обычно вкачиваю первым делом? Пассивки. Пассивки. А что здесь V-класса? Создать магическое сосредоточие, которое позволяет находящимся в нем существам вместо действия использовать бонусное действие и наоборот. Это прикольно, конечно, забавно. Вот это пассивное. Урон падения получают. Да. Сценическое господство. Кайф. Бесплатное заклинание. Тоже кайф. Тут, конечно, много чего можно вкачивать. Тут пассивок немало и все даже очень хорошо. Втягивание характеристик.
Псионическое господство. Когда противник в пределах 18 метров от вас творит заклинание круга равного или уступающего вашему бонусу умения, вы можете потратить вредное действие на то, чтобы нейтрализировать его заклинание. Вот так. А где ты, император? Император? Где ты? Где он? Господи, где он есть? Ладно. О. Твой лут, да? Теле лечения, спасибо. Еще что-то. Разломник. Скрижалька. Скрижаль с письменами Гитьянки. Ну, почитай. Символический рисунок, выгравированный поверх забытого текста. На нем изображены две фигуры. Одна грустная женщина царственного вида, второй дьявол с луковой усмешкой на лице. Их руки встречаются, передавая друг другу артефакт, астральную призму. Это Рафаэль, что ли? Не поняла, где он есть? Да, он свалил. Император, ты где? Он обычно... А, вот ты. Я просто хочу попробовать с ним еще поговорить. Feels wonderful, doesn't it? You wear it well. А, ну все, не хочешь говорить, не надо, значит, мы закончили здесь. Можем идти. Я хочу покинуть астральный план, да. Я хочу. О, и этих залутать можно, или я их уже залутала? А, да? Ну ладно. Лайзеля хочет со мной поболтать немножко. Давай, давай побеседуем. Побеседуем, господи. Тот, кого Блакет хочет уничтожить, а Вос освободить, это никак не Гайх. Это Орфей. Кровь матери. Что это значит, кто он такой? Слушай внимательно. В словах императора ложь перемешана с истиной. Чтобы понять легенду об Орфее, тебе нужно сперва узнать про Гит и про Блакет. Давным-давно, когда мы восстали против наших поработителей Гайхов, матерь Гит отправилась в ад и заключила союз с архидьяволицей Тиамат. Тиамат даровала Гитьянке грозных драконов. Гит осталась в аду, и посланец Тиамат провозгласил Блакет нашей правительницей. Это была первая Блакет из многих, кого сейчас мы народ именует своей королевой, 157-я по счету. Подожди, вот до этого была другая Блакет. Та, кого сейчас мой народ именует своей королевой, 157-я по счету. 157-я? Извините, у вас 157-я богиня? Вы там в порядке? Hello? 157-я? Куда вам столько Блакет? Да, наша нынешняя королева достигла бессмертия, правда, уже 1000 лет. Орфей был и есть единственный сын Гит. Он возглавил гвардию своей матери в попытке уничтожить Блакет первую. Кидрак Вос своими руками прикончил принца в жестоком бою. Так учат нас варши. Но принц Кометы был с нами в подчинении этого мерзкого Летида. Если Орфей обретет свободу, он повергнет в прах империю Блакет и на развалинах построит нечто новое, прекрасное. И что теперь? Мы встретимся с Восом в городе. Добудем ключ, чтобы вызволить Орфея из темницы. Вос говорил правду, Орфей — живое свидетельство того, что королева лгала, и живое оружие, разгромившее наших поработителей Гайхов. Если мы хотим освободить Гитьянки, принц Кометы должен встать во главе. Как тебе сказать? Я не Гитьянки, и мне немножко насрать в данном случае. Моей героине я имею в виду. Я хочу поговорить об Орфее. Давай посмотрим.
Почему ты называешь... Ой, вот это сейчас начнется история тут, ладно. Почему его называют принцем кометы? Исторические скрижали описывают Орфея как чудовищное, внушающее ужас создание, необычайно могущественное и порабощенное гайхами. Он так отчаянно жаждал власти, что готов был разнести на куски империю Гетьянки и вручить осколки своим хозяевам и летидам. Могущество его было столь велико, что он, верхом на своем красном драконе, оставлял в небе огненный след. Подобно смертоносной комете, он нес погибель моему народу. Все это ложь Лакит, разумеется. Она убедила всех, что Орфей был чудовищем и изменником, а ее рыцари палачами, которые порубили его на куски. Справедливости ради, она правильно делала, что опасалась его. У кометы достаточно сил, чтобы положить конец ее власти. Зачем было в Лакит оставлять Орфея в живых все эти тысячи лет? Император, безусловно, омерзителен, но он прав. Орфей способен разрушать краевое сознание гайхов. Это способно сделать принца надежным щитом и могучим оружием. Зачем уничтожать такое оружие, если можно заточить его в реликвию и держать при себе? Угу. Натура. Так почему теперь Лакит хочет убить Орфея, если живым он настолько полезен? Оружие полезно лишь до тех пор, пока оно не нацелено на тебя. У Лакит из рук вырвали то, что может принести ей погибель. Уж лучше прикончить Орфея, пока он не выбрался из артефакта. Она скорее допустит победу летидов, чем позволит принцу Комет лишить ее вожделенной божественности. Мне кажется, даже точнее мне не кажется, да, а даже так и есть. По-моему, они еще улучшили анимации лиц. Что это были за суровые гетьянки в призме? Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Да, к другим делам давай. Тронутая астралом личинка Императора может дать нам необычайную мощь. Она также может сломать нас непоправимо. Этот окостенелый паразит делает нас не больше, а меньше. Ты разве не ощущаешь холод там, где прежде было тепло, пустоту на месте своей души? Да не, все нормально. Ну вот, кстати, ее можно поуговаривать немножко. Ну, в принципе, она типа... Они все не хотят, как я понимаю, кроме Ментары. Кроме Ментары. Ментарочка хочет. Они все, кроме Ментары, не хотят, но есть те, кто не хочет брать себе личинку больше, чем другие. Например, Лаэзель, ну, больше из-за своего народа, из-за воспитания, наверное, из-за своей ненависти, неприязни к ним, но я считаю, что ей можно дать, в отличие от, например, той же Карлах или Астариана, вот они реально прям... Ну, они прям жестко не хотят. Давай посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Убеждение. Ничего подобного, Лаэзель. Прими мощь, тронутая астралом личинки, тогда тебя ничто не остановит. Я не знаю, по-моему, ее тяжело убедить. 17, не тяжело. О. 16. Ой. Два еще разочек. О, нормально. Старший мозг. Он может оказаться тем, кто воплотит в жизнь великие планы, принесет погибель Гетьян. Мы окажемся на пороге гибели 16 миров, и первым пойдет астральный план. Что ж, так и быть. Я приму удар этого окаменевшего гайха, будь он мне ладен. Да, молодец. Да. Ты молодец, что ты его примешь, правда? Life pulses from within. The parasite's thoughts whisper at the edge of your mind. It wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve.
Я съем за личинку, потому что она такая грозная. Хотя это, наверное, больше в стиле какой-нибудь Карлах Элементары было бы съесть эту личинку. Но я хочу просто это сделать. What are you? Что ты делаешь? The tadpole's essence courses Сущность личинки растворяется в тебе, и все, чего она касается. А, это может что-то. А звук куда делся, слышь? Ну, она изменится тоже из-за мода. Вот так, типа, без мода они выглядели бы. I suppose, if it works. Наверное, так тоже If you работает. had opened your Но mind если бы ты не сожрал ее и открыл свой разум, то и твои союзники бы your смогли получить ее allies силу. have taken advantage of its power as well. Подожди, а типа что, союзники теперь не могут получить ее силу из-за того, что Лайзель ее скушала или что? Могут же. Покажись. I'm listening. Чё, как ты? Нормально? Нормально. Это хорошо. Давай я что-нибудь сейчас придумаю. Пассивка, черная дыра хорошая, конечно, но черная дыра, ну да, черная дыра классная штука. Давай черную дыру качаем. И я бы хотела еще, да, вытягивание, быстрое заклинание я бы еще хотела. А если через вот это пойти? О, да, можно так. Это хорошо, это хорошо. Идем дальше. The gods are watching me. Карлуш. Император сам вообще в душе не чаял, что будет, если личинку сожрать. И такой, типа, ну ладно, давай посмотрим, что она делает. Soldier. Привет. Император предложил нам особую личинку. Мы отчасти сделаемся мозгоедами, зато обретем огромное могущество. Допустим, личинка с ванильным ароматом подарила нам пару веселых фокусов. Но стать наполовину мозгоедом... Хотя, если кто-то может с этим справиться, так это ты. Ну, единственное, зачем еще стоит вкачивать, это потому что после того, как каждый из них примет личинку, у меня появляется плюс 2 личиночки, и я могу вкачать тоже что-то. Я могу прям прокачать себя. Карлах. Карлуша. Ладно. Давай, Она вроде не так уж прямо сильная. Ну, я не знаю. Я правда думаю, что нам стоит пойти на это. 7? Ну, окей. Окей. Ты издеваешься, что ли? Ты реально хочешь, чтобы я наполовину превратилась в Элитида? Мало тебе того, что я десяток лет в Аверне сидела. Ну вот сейчас она прям не хочет, еще раз отпирается. Ладно, окей, если ты не хочешь, я все понимаю, настаивать не буду. Те личинки мне не так важны, как ты. Так вот. Если не хочешь, я не буду тебя заставлять. Да. Костя. So, we owe our lack of tentacles to one of the very creatures that kidnapped us. At least my lack of tentacles. I'm not sure what's next for you. Боже. Я хочу поговорить о тронутой астралом личинке. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. Боже, я не знаю, его диалоги это нечто шикарное. Просто я обожаю абсолютно каждый диалог Астариана. Ну, типа, вот он смешной. Короче, надо же, ты так настойчиво отказываешься от новой силы, совсем на тебя не похоже. Я принимал силу, пока не узнал ее цену. Никто не предупреждал, что расплата превращения в пакостное животное. Я помню, как больно было превращаться в вампира. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again.
I can't watch my body be taken over. О боже, этот диалог. Я не могу, просто я не хочу превращаться во что-то иное, не хочу снова проходить через это, я не выдержу, если у меня опять отнимут мое тело. О боже, я его обожаю просто из-за этой истории про то, что он знает, что значит, когда отнимают твое тело. Я просто обожаю эту историю. Ладно, я больше не буду говорить тебе об этом. I had nothing for so long. Nothing. Not even my own body. I will not give it up. Now it's mine again. Да, я понимаю. Я не прошу тебя, почему ты... Is there something you want to talk about, my dear? Ну, давай вот поговорим о нас. Can we? I suppose we can. Давай примирительный чмок, чтоб ты не жаловался. There is nothing I'd like more. О, мирный чмок. Все. Будь в порядке. Ну, окей, это maybe не так работает, но anyway. You are perfect. Every time. Спасибо. Ты меня убиваешь, слушай. Так, все? Ну все. Все, давай спать. Давай спать, говорю. Спать. Куда спать? Здесь. Что тут у нас? Нормально. Мы никак не можем начать тут третий акт. Окей. Что мои бусинки? Как же я вас обожаю. Боже, как же я обожаю Baldur's Gate. Господи, боже мой. Как же я обожаю Лавиан. Вы бы знали, это пипец. Я каждый раз просто... О, привет. Shadowheart. Значит, в том артефакте астральной призмы скрывался свежеватый разум? И мы все это время носили его с собой? Поверить не могу. А ведь что-то я видела. Чем дальше, тем меньше я понимаю, зачем вообще она послала меня добыть его. Впрочем, сейчас это уже не важно. Я больше не служу Шар. И матери-настоятельницы тоже. Теперь у меня иная миссия — спасти своих родителей. Я отвлеклась. Ты что-то хотел? Ну, у тебя причесочка такая интересная. Ага. И думаю, что особая лечилка... I haven't even dared to use the more benign forms of illithid powers. Do you really think I'm eager to jump to the next step? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Не, ну ты, конечно, может, и не хочешь, но мне нужны эти личинки, так как я в команде хожу в основном не с тобой, то ты могла бы и все-таки скушать одну штучку. Да? Но она прям не хочет. Ну, блин. Ну, ладно, если не хочет, то ладно, не надо. Твои проблемы, значит. Что ты думаешь о моем новом обличии? Если тебе это помогает забыть о прошлом, я только за. Я рада. Хотя не думаю, что забыть о прошлом можно так быстро. Сперва мне надо побывать во вратах Балтера. Это хорошо, красивые волосы. Лезель, прокомментируй, пожалуйста, волосы Shadowheart. Что-то изменилось в Shadowheart. Может, новые морщины на лице. Свежая боевая отметина, которую я не замечала. Понятия не имею. Серьезно сейчас? Она серьезная или это шутка, Лезель? Я правда не понимаю, она серьезная? Это сарказм такой у нее? Или она прям... Или что? Или сарказм? Или серьезно? То есть, или что? Ладно. Мне нравится новый облик Shadowheart. Он мягче, не такой суровый. Ей идет. А ты хочешь личинку? And at a great cost, partial ceremorphosis. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready.
I might never be. А почему нет? Вот что тебе терять? Ты типа и так выглядишь как черт. Это ж только плюс. Давай попробуем ему. На кону будущее побережье мечей. Если нам предлагают силу, мы должны ее принять. Я считаю, что ты можешь. По 17? Ты чё, гонишь? О, спасибо. The coast is ever my priority. Больше для меня ничего нет. Что ж, если ты считаешь, что это необходимо? Very well. I will avail myself of the astral tadpole's powers. Ну, спасибо. Ну так прими ее, может. Или чё? Ладно. You've got something. А, он примет, когда я его в отряд возьму, что ли? Шли с остальными поговорим пока. А эти двое тут стоят. Приблудные. Ну, вам личинку дать не могу. Когда я впервые встретил тебя, твоим главным желанием было избегнуть силиморфоза, но теперь ты по своей воле делаешь шаг к нему навстречу. Я доверяю тебе как нашей предводительнице, но беспокоюсь, как бы нам не пришлось в этом раскаяться. А ты давай не умничай, не придется. Ага, а ты? Если тебе нужно завершить какие-то дела, прежде чем мы отправимся в путь, то займись этим. Дорога к вратам Балдура долгая. И мы нужны городу. Ага, тебе вообще насрать, поняла. Как возле меня оказались Лайзель и Вилл, это вопрос. Остальные тоже, я надеюсь, прокомментируют причесочку-то. Что Харт? Intestines throb. Blood whispers. Боги, Шадоухарт сверкает, как золотой слиток. Никогда не думала, что чей-то лоб может так меня привлекать. Ну вот ведь. Как мило. Она мило прокомментировала. Миндара. Шадоухарт выглядит необычно. Возможно, новая диета. Еще одна. Император нам предложил личиночку. Пригодятся любые преимущества, которые повысят наши шансы в будущих битвах. Мой эльфийский паразит уже показал, чего стоит. Если эта особая личинка поможет раскрыть все возможности моего разума, предложение очень соблазнительно. Я вижу, как она на тебя подействовала. Ты стала совершенней. Ну, используй на. I will be unstoppable. А я, кстати, тоже думаю, что типа я на их месте, скорее всего, тоже бы использовала личинку. Ну, есть, конечно, единственный прикольчик в том, что внешность изменится и модов в жизни нет. Ну, anyway. Дай мне это. Что там? Солями, спасибо. Погладь его. Да. Покажи свои... Алло. Свои умения. Это... Ответки. Все стоит. Ну, окей. Гейл. Не, мы реально никак не начнем тут третий акт, господи. Нет более приятного зрелища, чем радость того, кто научился заново любить себя. Какая бы тебе ни лежала на твоем прошлом, твой дух не сломать. Почему твой? Ее, Шадоухарт, типа. Ей очень идет. Хочешь ли, Тида? Я могу лишь воображать, на что был бы способен облечь биологическую форму свежевателя разума. Но похоже, что тебе это хоть как-то повредило, не похоже. Ну, если не хочешь... хочешь? Ну давай. Ты сможешь распорядиться такой силой и мудростью, я мало кому еще доверила бы ее. Давай, он сможет. Хорош. If this is what the fates have offered to aid our cause, then who am I to refuse? I'll take your tadpole. У Астариана новая анимация стояния в лагере. Он там что-то с кинжалом делает. Покажи.
Я видела новую анимацию. Дай пока... Почему? Покажи. Классно, прикольно. We have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Прическа у нее чудесная, но все равно не самая красивая в лагере. Окей. Окей. О, вы двое, приветик. Ну, они вряд ли тут будут с новыми диалогами. В принципе, вот теперь мы точно можем спокойно перейти в третий акт. Правильно? Правильно. Перед этим я, конечно, в принципе, могу себе надеть всякие обереги, офигеги и все что. Типа что? Извиняюсь, а что? Где мой скороход? А где мои скороход? У тебя, что ли? Да, у тебя. А у нас что по времени? А у нас, в принципе, уже и заканчивать можно. Ну что, переходим, получается, в третий акт. После этой серии, что ли. Ну да, я... Шкряб, тебе нормально? Ну, нормально, значит. Я как раз сейчас заранее всех их подготовлю. Наложу все свои эффекты нужные, да. И все. В следующей серии пойдем уже в третий акт 100%. Тут уже прям надеваться некуда. Точно. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Зачем? Что происходит вообще? Зачем я на нее нажала? Неважно. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.